Безопасность – это самая важная часть нашей профессии. Неважно, насколько ты крутой специалист и художник, если ты не знаешь про медицину, то данное видео сделано специально для тебя. Досмотри его до конца, ведь я расскажу тебе все о подготовке и стерилизации твоего оборудования. Всем привет, друзья! Меня зовут Саша Кот, я являюсь мастером художественной татуировки из России, а также я являюсь рекордсменом книги рекордов Гиннесса. Я выбрал работать с Cheyenne, потому что это качество, надежность и безопасность. Отработав данной тачкой практически 60,5 часов, я могу заявить со 100% уверенностью, что более надежной и качественной тату-машинки просто нет. Перед работой с новым клиентом мы должны правильно подготовить и простерилизовать наше оборудование. Сегодня мы поговорим об этом на примере тату-машинки Cheyenne Sol Nova. Сначала одеваем перчатки. Используем перчатки нужного размера, чтобы работать было максимально удобно. Наши перчатки не стерильные, не продезинфицированы. Мы должны их обработать специальным дезсредством. Обильным количеством обрабатываем перчатки. Все. И теперь мы готовы приступить к подготовке нашего оборудования. А как вы знаете, держатели бывают двух видов: многоразовые металлические и одноразовые. Сейчас мы остановимся и подробнее поговорим о многоразовых держателях, как мы правильно должны их подготовить перед работой. Перед каждым клиентом у нас должен быть чистый, стерильный держатель. Для их стерилизации мы используем медицинский автоклав, ведь он гарантирует 100% стерильность оборудования. Обрабатываем мы при температуре 120 градусов на протяжении 45 минут. Автоклав так эффективен за счет давления и пара. Наш держатель уже стерилен и готов к использованию. Мы должны правильно продезинфицировать наши провода и корпус тату-машинки. Для этого мы будем использовать салфетку и специальное дезсредство. Оно может быть отдельно для мебели и оборудования, либо же общее для обработки кожи и тату-машинки. Мы полностью обрабатываем наш провод. Перед работой с клиентом он должен быть также чист. Неважно, что мы используем барьерную защиту, все равно мы должны обрабатывать все поверхности. Также обрабатываем корпус тату-машинки, вообще все части, чтобы она была готова к работе. В качестве барьерной защиты я буду использовать специальный барьерный рукав. Так как мы сегодня говорим на примере П-образной тачки, она также упаковывается в данный рукав. Сначала мы упаковываем провод. В принципе, тут все просто. После чего провод подключается к тату-машинке и барьерный рукав надевается на корпус. Для фиксации данного барьерного рукава можно использовать бандажные резинки, скотч, либо просто накрутить на него держатель Cheyenne. Держатель полностью фиксирует барьерный рукав на корпусе тату-машинки, он у нас никуда во время работы не денется. Для того, чтобы предотвратить его разрыв во время именно настройки вылета иглы, можно использовать дополнительно малярный скотч. То есть наклеиваем скотч и можем 100% гарантия сказать, что наш рукав вообще никуда не денется. После того, как мы надели наш держатель на корпус тату-машинки, я дополнительно обматываю его бандажным бинтом. Во-первых, он защищает корпус держателя. Благодаря этому мы сэкономим время при предстерилизационной очистке.
А во-вторых, работать с ним гораздо удобнее, ведь наши руки не скользят от вазелина. Все, наша машинка полностью готова к работе. После того, как мы сделали татуировку, мы в обратном порядке разбираем наше оборудование. Одеваем обязательно чистые перчатки, ни в коем случае не те, которые мы делали татуировку. И разматываем наш держатель. Все, держатель размотали. Аккуратно левой рукой, то есть правая рука у нас чистая, правая рука ни в коем случае не касается чистого незащищенного корпуса тату-машинки. Левой рукой мы снимаем наш держатель, и все, он отправляется на дезинфекцию, предстерилизационную очистку и стерилизацию. А уже сам рукав утилизируется, корпус тату-машинки обрабатывается специальным средством. Все то же самое, что мы делали в начале, мы делаем вновь, чтобы убить все бактерии, чтобы ни в коем случае не допустить перекрестного заражения между вашими клиентами, потому что безопасность татуировки – это самое главное. Все, наш провод, наша машинка чистая и готова к следующему клиенту. Как я сказал, есть одноразовые держатели компании Cheyenne. Они упакованы в специальный блистер. Здесь есть индикатор, который говорит о том, что данный держатель действительно стерилен. Также на нем написана дата, срок годности именно упаковки. После окончания данного срока годности держатель является нестерильным. То есть с ним ничего не случается, он не разрушается, он также остается, но упаковка уже не стерильна, использовать мы его не можем. Данный держатель, в принципе, также легко, спокойно надевается на тату-машинку. Тут уже при желании можно также его обмотать бандажными бинтами, скотчами, пленками, кому чем удобнее. Работать с одноразовыми держателями гораздо легче, гораздо проще. Мы пропускаем момент со стерилизацией оборудования. Следовательно, не будем лишний раз думать о том, все ли пункты были выполнены правильно. То есть одели, поработали, сняли, утилизируем. Все, никаких проблем. Я работаю картриджами Cheyenne в первую очередь, потому что это безопасно. Сейчас я вам объясню, почему. У Cheyenne бывают два вида картриджей, это Craft и Safety. Разницы между ними в принципе никакой, кроме корпуса. Я поговорю о картридже Cheyenne на примере картриджей Safety. Как и одноразовый держатель, картридж находится в стерильной бристольной упаковке, на которой есть индикатор, который говорит нам о том, что у нас действительно стерильный картридж находится внутри. Также здесь есть срок годности, указывающий именно на срок годности стерильности данной упаковки. В принципе, мы сверяем даты, понимаем, что мы можем работать данным картриджем, и в принципе вскрываем его. Также на упаковке указана конфигурация картриджа. Для того, чтобы узнать вообще, из чего он состоит, строение нашего картриджа, мы просто вскрываем дно и сможем напрямую подобраться к нашей иголке. В принципе, конфигурация большая, будет легко и просто понять вообще, из чего он состоит. Здесь у нас находится обычная иголка, все к ним привыкли и знают, как они выглядят, на которая одета на толкатель. Но между ними находится та самая знаменитая запатентованная мембрана от Cheyenne, которая препятствует прямому попаданию всех биологических отходов вашего клиента в ваше оборудование, в вашу тату-машинку. То есть получается так, что все, что связано с краской, вазелином, кровью вашего клиента, находится внутри корпуса данного картриджа. И дальше он ни в коем случае не проходит, благодаря именно этой защитной мембране. Во время работы мы ни в коем случае не берем за окончание нашего картриджа. Это приведет к перекрестному заражению. Мы берем за его начало, то есть спокойненько во время работы взяли, ткнули в наш картридж, приступаем к работе. Нужно заменить картридж,
также аккуратно его взяли и положили на чистую поверхность. Ни в коем случае грязными руками не трогаем всю поверхность картриджа. Ни в коем случае не помогаем попасть внутрь оборудования всяких микробов и вирусов. Если вы татуировщик, который путешествует и работает по всему миру, то я настоятельно вам рекомендую изучить нормы и правила той страны, в которой вы будете работать. К примеру, у нас за это отвечает такой орган, как Роспотребнадзор, а все нормы и правила вынесены в специальную книгу, которая называется Санпин. Я рекомендую каждому изучить данную книгу. Моя студия сделана по всем нормам и правилам Санпин. То есть у нас должны быть обязательно моющиеся стены, потолки, полы. Все зоны должны находиться отдельно друг от друга. То есть рабочая зона, какая-то кухня, стерилизация, все должно быть отдельно. В нашей стране татуировка является бытовой услугой, а не медицинской. Но лично я все подогнал под медицинские нормы, что и вам рекомендую. Ведь татуировка должна быть в первую очередь безопасна как для вас, так и для вашего клиента. Всем спасибо за просмотр. Обязательно оцените данное видео лайком либо дизлайком. Подпишитесь на канал, если вы не подписаны. Обязательно ставьте колокольчик, чтобы не пропустить ни одного нового видео. Если у вас появились какие-то вопросы, можете смело их задавать в комментариях. Специалисты компании Cheyenne на все вам ответят. Если у вас есть вопросы ко мне, в описании также остаются мои контакты. Можете писать мне в Instagram. Ну а если вы хотите научиться делать классные, а самое главное безопасные татуировки, то подписывайтесь на мой YouTube канал Кольня. Всем спасибо за просмотр. Пока!